В этом видео обзор челки, которая поможет скинуть десятки лет. Как сделать такую укладку за 5 минут? Показала в предыдущем видео, ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А также как сделать себе такой цвет волос, тоже ссылки на эти два видео, которые я выпустила совсем недавно, оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Так, а теперь давайте поговорим, кому вообще будет замечательно челка-шторка. Смотрите, вот она у меня сейчас соединена с общей массой волос. Да? Ну, выглядит тоже классно, с учетом того, что я их закалывала, эти волосы. И, в принципе, да, они там тоже живут своей жизнью после заколок. Ну и даже все равно очень даже симпатично. Вот за что я люблю челку-шторку. Она подойдет даже возрастным дамам, если вы хотите скорректировать форму лица, но не знаете как. То есть есть такие стрижки, которые корректируют форму лица, а есть просто челка-шторка на базе какой-то длины, пусть даже вот моей средней длины. Так вот, эта челка-шторка прекрасно справляется с коррекцией. Смотрите, что она умеет. Вот если у вас такие длинные волосы, вы просто берете эти волосы. Если вам нужен лифтинг-эффект, и вам нужно выглядеть вау за 5 минут, и вы просто накрываете этими волосами свои проблемные триггерные зоны, а вы сами знаете, какие они у вас. В общем, что у нас получается? Челкой-шторкой мы можем запросто откорректировать форму лица, потому что она прикрывает лоб. И второе, она прикрывает бок, что очень важно для некоторых особенностей. Можно ее и вот так делать, как она по классике должна лежать. Ну, когда мы ее бы зафиксировали, она бы у меня так и лежала. Либо она потом перестанет лежать так, как мы ее зафиксировали, и будет лежать так, как ей хочется, но она все равно будет прикрывать часть лица, часть лба. Таким образом вы решаете многие свои вопросы с формой лица. Особенно это относится к тем, кто любит длинные волосы в принципе, несмотря на возраст. Недавно прилетел комментарий, вопрос на моем канале, как я отношусь к длинным волосам при определенном каком-то там уже возрасте. Отвечаю на ваш вопрос. Я убеждена, если волосы качественные, ухоженные и здоровые, носить их длинными можно в любом возрасте. Длина сама по себе не делает образ устаревшим. Все решает состояние волос и то, как они уложены. Гладкие, блестящие, послушные длинные волосы смотрятся элегантно и современно, подчеркивая индивидуальность и стиль. Именно качество прядей становится главным аргументом в пользу сохранения длины. Когда волосы выглядят здоровыми, они украшают вне зависимости от того, до плеч они или ниже лопаток. И еще одно важное уточнение – ощущение комфортной длины у каждого человека свое. Для кого-то длинные волосы – это про женственность и привычную уверенность в себе, для кого-то про лишние хлопоты и дискомфорт. И это нормально. Восприятие длины тесно связано с психотипом, образом жизни, текущими внутренними состояниями. В какой-то момент человеку хочется перемен, и короткая стрижка становится символом обновления. В другой, наоборот, хочется стабильности и привычного комфорта. И тогда даже мысль о короткой длине вызывает внутреннее сопротивление. На консультациях я регулярно встречаю людей, которые ни при каких обстоятельствах не хотят стричься коротко. И это их право. Да, короткие стрижки могут удачно скорректировать форму лица, добавить динамики и облегчить уход, но это не значит, что они подходят всем и каждому. Считать, что обязательно нужно только короткие стрижки, в моей практике это недопустимо. Попытки навязать такую длину буквально насилие над личностью. Если человек внутренне отторгает короткую стрижку, даже самая трендовая форма не принесет ему радости. В итоге я руководствуюсь только индивидуальным подходом. Есть клиенты, которые не переносят короткую длину на своей голове, и это нужно уважать. Моя задача как специалиста не диктовать, а помогать найти решение, которое будет гармонично сочетаться и с внешностью, и с внутренним состоянием человека. В конечном счете идеальная длина та, с которой человек чувствует себя собой.
И как вы уже увидели на фото, я вам показала сейчас массу примеров, где дамы разных возрастов носят длинные волосы, при этом не обязательно они должны быть в распущенном состоянии, их можно прекрасно укладывать, но действительно самое важное в этом именно качество волос. И еще важный момент, что правильной укладкой можно откорректировать форму лица при наличии длинных волос. А в завершении темы длинные и короткие волосы, вот эта фотография четко отвечает на этот вопрос. Если рассуждать сухим языком стилистики, у данной дамы форма лица, черты лица, тип волос все просто кричат: оставь длину не короче, чем уровень шеи. Но здесь сделана короткая стрижка. И, на мой взгляд, эта стрижка находится в дисгармонии с ее психотипом. Но прежде чем отвечать 100% на этот вопрос, нужно поговорить, конечно же, с человеком. А она могла сказать, что мне категорически хочется вот такую длину. Если так, то ок. Если вопрос стоял: подскажите мне, пожалуйста, как стилист, то я бы сказала однозначно не короткая стрижка. Так что длинные волосы и челка-шторка – это не только про молодежь. Я ее часто рекомендую своим даже возрастным клиентам, потому что кто понимает, как это все работает, они с радостью прибегают к этим коррекциям. Какой еще плюс, например, у длинной челки-шторки? Надоела она вам, вы просто ее убираете. Она уже не челка. И она может просто быть уже в общей массе волос в таком варианте. Поэтому я считаю, при наличии средней длины волос или длинных волос обязательно нужно подстричь челку. И желательно, кстати говоря, желательно не сильно длинную. Господи, не сильно длинную. Алло. И желательно, чтобы она была не сильно короткая, если вы решитесь на такой эксперимент, потому что иначе вы можете очень долго об этом сожалеть. Как, собственно, вот эта девушка, которой сделали короткую челку-шторку, на ее достаточно густые длинные волосы. И что из этого вышло, ссылку на это видео оставлю в описании и в моем закрепленном комментарии. Сделайте ее подлиннее, ну вот даже пусть вот уровень этой челки, и наслаждайтесь результатом. Если захочется вам потом, сделайте ее чуть короче. Еще захочется тоже чуть короче, но не так, что сразу вот так сделала и об стенку головой. Потому что она настолько может быть неадекватно себя вести, особенно в неумелых руках, что, как говорится, и смех, и грех. В общем, челка-шторка the best. Для любого возраста шикарно. Окрашивание у меня просто тоже шикарное. Вау. И, конечно, должна напомнить, что если вы окрашивание делаете в домашних условиях и хотите получить полный алгоритм окрашивания, начиная от подготовки волос и заканчивая уже как смыть цвет, который вам не понравился, эти все алгоритмы есть у меня на курсе «Салонный блонд дома» и «Салонный русый дома». Салонный блонд дома. Там вы найдете ответы на вопросы, как из любого цвета волос выйти в салонный блонд, в том числе и выход из черного в блонд. Я разбираю, как выбрать пудру, как подобрать оксид, чтобы не убить волосы, как выбрать красители. Там я рассказываю на примерах 8 брендов, которые доступны в любой стране. Как создавать разные миксы, как наносить эти составы, потому как у вас нет скорости, как у мастера. Сколько выдерживать на каждом типе волос. Как убрать желтизну, как не допустить зелень, как тонироваться в холодный или теплый блонд. И что делать, если вдруг цвет вам не понравился. А для тех, кто хочет получить салонный русый дома из любого цвета волос, салонный русый дома. Как краситься без рыжины, без затемнения. Как уйти из блонда в русый без зелени. Как смешивать красители, как наносить, чтобы это было все безопасно для волос. И еще одна важная особенность. В каждом направлении по 11 баз. И в первом, и во втором направлении также есть окрашивание седины. Для каждой базы существует свой алгоритм окрашивания. То есть нельзя взять всем показать один алгоритм. Так не работает. Поэтому на просторах интернета огромное количество ошибок, которые люди допускают и в домашнем окрашивании, и даже в салонном окрашивании. Сейчас на все скидки и полезные бонусы. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. Я рада вам сообщить, вышла моя долгожданная книга «Код идеальной стрижки. База номер 1». В этой книге я собрала базу самых популярных стрижек из интернета
Стрижки и схемы пошагово. Работа с разными типами волос. И как подобрать стрижку. Это не просто книга. Помимо самих стрижек, в этой книге масса полезной информации как для мастеров, для новичков, так и для любителей. Как выходить из разных ситуаций. Как общаться с клиентами. Сотни подсказок и фишек, как добиться идеального результата. Код идеальной стрижки – новая эра мастерства. Подробности и ссылка под этим видео и в моем закрепленном комментарии. И следите за выпусками, скоро книга по колористике. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.